Всем привет! Сегодня 9 августа 2022 года. Значит, я провел 7 числа еще одну химобработку системными препаратами от болезней. Зачем я это сделал? Сейчас очень много болезней у виноградарей, даже у тех, кто все правильно, грамотно обрабатывал. У меня пока все чистенько, но я вот походил по соседям, очень бушует аидиум на сегодняшний день. Я примерно вычислил, вот у меня виноград в этом году опаздывает недели на 2 созревания ягод. Обычно у меня первыми созревал Алешенькин. Я посмотрел, что он готов будет недели через 2, может даже и 3. Поэтому я обработал системниками, у которых срок ожидания 21 день. Я просто перестраховался, потому что смотрю, болезни бушуют, но пока у меня чисто. И сейчас покажу, что происходит у соседей и почему у них это происходит. Поехали. Вот смотрите, как выглядит аидиум. Это у соседей на альфе. Вот как бы обнаружил, смотрите. Альфа сама по себе не страдает от него, но она хорошо распространяет эту болезнь на другие культурные сорта винограда. Если у вас все-таки еще пока растет альфа, не ленитесь ее тоже обрабатывать, потому что от нее будут все проблемы. Она будет заражать всех. Обработали культурные кусты, ну обработайте ее, ничего страшного. Хуже точно не будет, во всяком случае остановите вот эту инфекцию, которая будет распространяться. Вон видите, грозди целые, все нормально, альфа сильно не страдает от нее. Ну вот если видно, вот аидиум припудренный. А ты не помнишь, что это за сорт? Это ж оба моих были, да? Кишмиш, наверное. Это... Кишмиш. Да, 342. Видишь, он не растет. Вот получается, он заболел. Аидиум, все, останавливается в росте, он дальше не растет. И все, и на листьях. А вот здесь похуже. Это, наверное, тукай все-таки больше. Да, тукай. Да, вот тукай. Вот на тукай, кстати, все ужасно. В общем, если вот такая фигня, все, рост останавливается. И ягода просто будет трещать. И вот лист такой, как будто золой его опудрили. Это вот как будто ягоды. И вот, кстати, по 3 понюхай. Селедкой пахнет. Ну вот, это признак аидиума. Ой, пардон. В общем, все грозди, все. Тут уже хорошего ничего не будет в этом году. А в следующем, если все нормально, то будет. Да, ягодки расти, потом раз все. А давно они заболели? Месяц. Месяц, да? А, ну тем более. А мне В общем, вот такие вот дела. В общем, если пальцем вот так потереть, оно снимается немножко. Если это все обработать, оно почернеет. Все эти места, они почернеют, прижгется. Это болезнь. Ну, на ягоде то же самое, оно вот снимается пальцем. Вот так оно выглядит. Вот это аидиум бушующий во всей красе. Покажу, какое у меня состояние. Значит, лист чистый, все чисто. В общем, никаких предпосылок к болезням не было, я просто перестраховался. Я подсчитал, что у меня есть все-таки эти 20 дней. Даже если вдруг созреют они не через 3 недели, а через 2, но я не буду просто пробовать ягоду, потерплю, ничего страшного. Зато у меня куст будет здоров. Вот эти листья, они уже, скажем, заматереют, они будут уже такие, они уже по сути болеть не должны, потому что они видели химию в своей жизни. В основном все на пасынках это может появляться, на молодых листиках. В общем, в этом году я сделал одну лишнюю обработку, потому что из-за холодной весны сроки у нас сдвинулись как минимум недели на 2. Вот смотрите, лист везде нормальный. Ягоды потихонечку растут. Болезней я не вижу. Вроде бы все чистенько. Каталония, смотрите, какие кондиции уже набирает. Кстати, на одной ягодке видел гниль, хотя обрабатывал от гнили в этом году. Вот здесь была ягодка. Я ее выкинул. В общем, обработка Ардан и Скор сделал. У меня уже было такое сочетание, но не стоит вообще повторяться часто, но это буквально повторился второй раз с этой обработкой. Именно этими системниками. 2 раза, 3 раза за сезон, в принципе, не страшно. Главное, постоянно не делать обработку одним и тем же препаратом. Ну, вот такие у меня. Ягода только-только начала окрашиваться.
Насколько я знаю, Каталония после полного окрашивания, ну, ей еще недели 2 точно висеть. Поэтому я так прикидываю, что через 3 недели, не раньше, она у меня будет готова. Ну, Аркадия тоже. Она пока еще медленно надувается, но потом буквально к середине августа она начнет активно набирать размер. Я думаю, все будет хорошо с ней. В этом году, честно говоря, опыление не очень хорошее, в принципе, на всех кустах. Обычно к середине августа у меня кишмиш 342 готов. В этом году я вижу, что он готов точно не будет. Ягода еще дубовая. Смотрите, какой он мелкий в этом году. Просто капец. Ужасно мелкий. Причем куст не догружен. Я на него там прививочки сделал. Сделал примерно 50% от куста оставил. И все равно он мелкий. Прививки, кстати, пошли. Да, я знаю, что прививки, если делать, то лучше вообще полностью срезать весь куст. Но я боялся, что будет жировать. Вот прививка у меня пошла. Если бы я полностью удалил, я думаю, тут буквально 2 прививки на таких мощных корнях, но было бы, наверное, еще хуже. Юпитер. Ну вот только-только начинает Юпитер потихонечку окрашиваться. Ну, в общем, опоздание видно, что конкретное в этом году. Конкретное. Мускат Блау. Он начал окрашиваться уже неделю там, или 2 даже назад, но медленно окрас идет. Хотя погода стала хорошая. Ну, давайте рядышком еще элегант покажу. Смотрите, как он плохо опылился. Ягоды, вот где хорошо опылились, очень крупные. Но очень много гороха, посмотрите. Ужасно опылился. Ужасно. Надежда ранняя, смотрите, тоже ягода почему-то расти не хочет, уже темнеет. Ну, вот здесь немножко покрупнее, чуть-чуть. В общем, что-то мне опыление не очень нравится. Вроде бы неплохо опылилось с виду, но ягода не хочет расти. Единственный, это Алешенькин, который, в принципе, скорее всего, будет, ну, наберет свои кондиции. Ну, тоже очень твердый. Обычно уже ягода в это время начинала размягчаться. Ну, вот такие грозочки. Алешенькин шикарно опылился, кстати. Он обычно хуже всех опыляется, а в этом году он лучше всех. Вот такой парадокс. Ну, естественно, это я показываю те, на что и есть на что посмотреть. Это дубовский розовый. Вот ягода, кстати, очень неплохо начала расти. Вот с дубовским вроде бы неплохо. Ну, посмотрим, что будет во время дождей, чтобы он не потрескался. У него это основная задача, засада. Грозди хорошие, смотрите. Но он в наших условиях будет в лучшем случае середина сентября. В общем, мы посмотрели с вами здоровый виноград и больной виноград. Что хочу сказать, значит, было несколько звонков по поводу аидиума. Люди говорят, что-то на ягодах как будто пеплом осыпало их и так далее. Ну, тут уже понятно, что это аидиум. Начинал копать, что делали, чего не делали. В общем, они просто не обрабатывали. У них не было профилактической обработки системными препаратами. Поэтому, ну, в принципе, на эти грабли всегда наступают начинающие. Хотя я людям объяснял и схему им скидывал, но все равно они, ну, не делают. То ли забывают, то ли ленятся, то ли, ну, не знаю. С профилактики, вот мне там женщина звонила, из профилактики она делала, обрабатывала она фитоспорином. Пару раз буквально за сезон. Но это контактный препарат, и то он такой очень относительно от него польза. Опять напоминаю, надо обрабатывать системными препаратами, любыми, которые работают комплексно. До цветения, после цветения и перед смыканием гроздей. В этом году я сделал еще, после смыкания гроздей, еще одну обработку, потому что я вижу, что у меня есть время, что ягода у меня еще не скоро созреет. У меня есть еще 20 дней, поэтому я сделал еще одну обработку. Значит, кто напоролся на такую болезнь, как аидиум, все зависит от степени поражения. Если пару ягодок, то в принципе можно сорвать эти ягодки, обработать все это содой от 80 до 100 грамм на 10 литров воды. Я еще добавляю, это от аидиума, а от милдиу можно еще, если все-таки есть какое-то заражение, 5 грамм марганцовки. Я это делаю в баковую смесь. Одевайте обязательно перчатки, потому что многие не догадываются, что марганцовка красит руки. Поэтому обязательно в перчаточках. Значит, если грозди более-менее живые, грозди еще желательно в этом растворе окунать. Взять емкость, налить этот раствор и окунать, купать грозди. И обработать полностью по листу, чтобы с него аж стекало. Если ягоды полностью зараженные, вот как в последнем случае, тут уже вы не спасете, срезаете все грозди. От них уже толку не будет, они не созреют. Все, они застопорились в росте, роста не будет. И тоже вот этим раствором, сода-марганцовка. Обработали. Через пару дней можете брать любые системные препараты. По милдию
так как урожая в этом году уже не будет, вам уже пофиг, можете жесткой химией бахать. От милдью, Редамил Голд, медь содержащие любые препараты. У меня, ну, мой любимчик это Ардан, я им постоянно обрабатываю. И все, что найдете от, ну, по сути, от фитофторы. Можете искать препарат, но обязательно системный. От Аидиума, Скор, Топаз — это те препараты, которые у нас есть в свободной продаже. У нас особо не разгуляешься, мало препаратов. Это те, которые можно найти в свободной продаже. Не берите никогда на рынке. На рынке всегда подделка. Сколько раз брал, постоянно подделка. Поэтому я беру в наших условиях, ну, скажем, в нашей стране можно брать только гарантированно в магазине. Там, если что, можно что-то им предъявить. Ну, как-то так. Так что, надеюсь, все сами увидели и делайте свои выводы какие-нибудь. После обработки с содой, с марганцовкой, значит, сода, она в любом случае убьет аидиум. Вот эта припудренная такая бело-серая вот эта пыль, она прижгется, она почернеет. В общем, не пугайтесь, цвет оно поменяет. Это значит, болезнь прижглась. Ну, от марганцовки, конечно, немножко будут потеки некрасивого цвета, но вам уже все равно. Красота, гроздей, по сути, у вас уже нет. Даже если с гроздями, ну, гроздь просто не очень красивая, остается с пятнами, поэтому, ну, ничего страшного. Но в любом случае вы спасете куст. Вы спасете куст хотя бы, чтобы он у вас не загнулся, и в следующем году он дал вам урожай. Если вы загубите куст в этом году, вы не получите ни в этом году урожай, ни в следующем. Возможно, вы вообще потеряете полностью куст. Поэтому, ну, пробуйте. Если принципиально боитесь химии и хотите поэкспериментировать с контактными препаратами, с биопрепаратами, ну тогда готовьтесь к тому, что вам надо будет. Это в том случае, если вы постоянно живете на участке и после каждого дождя обработка. Иначе не вариант. Ну, все мои знакомые, кто пытался это сделать, кто хотел перейти на органическое такое земледелие и не использовать химию, но все равно вернулись к системникам. Потому что, ну, это очень сложно, причем это надо постоянно находиться на участке, это надо постоянно обрабатывать, заниматься и думать только о винограде. Это очень сложно, и все равно результат практически нулевой. Ну, все равно не такой, какой будет при нормальной обработке. Химии не надо бояться, просто читать инструкцию и учитывать все нюансы. По срокам ожидания, в частности, когда можно кушать виноград. Ну и по дозировкам, чтобы не перехимичить, чтобы не пожечь лист. Ну, как-то так. По прошлым видео, кто смотрел мои ролики, смотрите, байконур, который у меня вот такой вот сидел, не хотел расти. И здесь постоянно кроты рыли. Хотя, ну, многие в комментариях писали, возможно, землеройка, возможно. В общем, постоянно я рыхлил, подливал. В общем, смотрите, рост пошел. Поздноватенько, но хоть как-то. Значит, живой, здоровый, ну и на том спасибо. Все, всем удачи, пока.